Привет, народ! Сегодня на обзоре, как вы поняли, у нас будет очень интересная камера. Камера от Anbeux, и имеет она, друзья, у нас двойную линзу. Значит, камера приехала в такой вот коробчонке. Давайте я все по-быстрому покажу. Очень интересный формат камеры, 32 к 9, то есть у нас панорамный формат, ну, влагозащита IP66, все дела. Приложение IC скачиваем, устанавливаем, подключаемся, то есть все как бы здесь очень просто. Камера пришла у нас 64 гигабайта, камера позиционируется как название камеры N4 и 4 мегапикселя. Друзья, в магазине вы можете купить камеру как на 4, так и на 8 мегапикселей, ну и соответственно с картами памяти от 32 до 128 гигабайт. Давайте немножко вкратце покажу я и расскажу о этой камере, и не будем мы здесь лить воду, и пойдем сразу смотреть картинки. Наши записи ночные и дневные. Значит, камера пришла у нас в комплекте 64 гигабайта в такой вот коробчонке, карта памяти. Имеется набор крепления, имеется у нас влагозащитная такая муфта, в том случае, если мы подключаемся по RJ45 кабелю. Вот. Если мы даже не подключаемся, мы пытаемся как-то все это дело заизолировать при помощи муфты, либо без, но если у вас это висит где-то на улице под открытым небом, нужно обязательно изолировать. Вот. Имеется довольно понятная инструкция, друзья. Значит, вам сразу скажу, что в этом видео я ее подключать не буду. Для тех, кому интересно подключение по Wi-Fi или подключение по точке доступа, пожалуйста, переходите в описание данного видео. Там я положу вам два видео. И по точке доступа, и как подключиться по Wi-Fi. Вот, по кабелю не помню, есть ли у меня. По крайней мере, здесь все просто. Подключаете кабель, опять выполняете там все эти процедуры, и очень просто. Почему я все это рассказываю? Потому что, друзья, у кого такой же плохой Wi-Fi сигнал, как у меня дома, не знаю, звоню на эту фирму, плачу, за что плачу, не знаю. Просто печаль с Wi-Fi. Вот, и камеру я не могу подключить по Wi-Fi, ни одну практически. Нет, было, конечно, подключал. Вот. Смотрите, как я делаю. Я подключаю камеры по точке доступа, либо по шнурку. Ну, я привык по точке доступа. Потом же в приложении просто мы переключаем в режим Wi-Fi, указываем сеть и пароль от сети. И все, пользуемся, радуемся. Все работает. Вот. Но для подключения не хватает. Камера, как видите, обладает двумя линзами, как я уже сказал. Значит, в центре вот здесь вот точечка у нас встроенный микрофон. Микрофон довольно чувствительный. Имеется у нас 4 таких вот глазика, в которых находится по 2 светодиода или по одному двойному, я уж не знаю. То есть 4 получается инфракрасных и 4 белых прожекторных, работающих в режиме прожектора светодиода. Так, здесь какой-то у нас болт есть, и судя по этой вот канавке продолжительной, соответственно, может быть, эта крышка как-то регулируется. Козырек, может быть, больше надвигается на наши глазки. Вот, имеется 2 антенны. К сожалению, друзья, разбирать, не смотреть не буду, сколько из них подключено. Очень часто подключена только одна антенна, вторая как бы идет для общего дизайна, для красоты, но вот как есть, так и рассказываю. Имеется вот такой вот кронштейн, который отпускаем гаечку, и у нас вот несколько степеней свободы получается. Либо нам надо повернуть где-то в бок камеру, поворачиваем так кронштейн, либо вниз. Так, и после чего зажимаем гайку, и у нас, видите, камера наша висит жестко. Провод этот заводим вот сюда, прикручиваем к стенке или к потолку, куда вы там уже захотите, ребята. Так, что у нас здесь? Здесь у нас, друзья, кстати, висела камера у меня сутки, блин, под проливным дождем. И, друзья, как сегодня я ее снял, ну, она тестово висела, не на месте пока. Как снял, чуть не обомлел. Забыл я прикрутить сюда вот эту крышку. Но все в рабочем состоянии, все отлично и идеально. Так, где же тут карта памяти? Покажу, друзья, как и каким боком она устанавливается. Вот так вот, видите. То есть, если надписи здесь, то надписями сюда к кронштейну. Вот, я беру и загоняю. Много людей тоже мне пишут, блин, не могу, говорят, уставить карту памяти. Ну, как-то так. И кнопочка имеется у нас под крышкой Reset, сброс к заводским настройкам. Как только камеру, друзья, получили, распаковали, включаем в розетку и нажимаем и удерживаем данную кнопку, пока камера у нас не заговорит. Камера там говорит, что сброс на заводские настройки типа произведен, и, пожалуйста, выключите питание.
Выключаем питание, через 20 секунд вырубаем питание и пробуем ее подключать. Все у вас, друзья, должно получиться. Так, очень меня порадовала, друзья, функция. Вот эта вот панорамная съемка двумя объективами. И функция, как оказалось, присутствует здесь автоматического слежения за человеком. Помимо гуманоид детектора есть еще и автотрек. Многие спросят, и я спросил бы, какой автотрек, она же, блин, жестко висит и никуда не крутится. Но, друзья, камера заявлена 180 градусов, сразу скажу, здесь 180 я не насчитал что-то около 160, но что тоже классно и хорошо. Так вот, в режиме автотрека при обнаружении человека она пытается сразу при максимальном цифровом зуме приближает человека, пытается распознать его лицо, как бы приближая. Вот, конечно, друзья, это все дело показано уже немножко в пикселях, так как это цифровое увеличение. Но как ни крути, камера работает просто четко, особенно в режиме вот этого отслеживания. Причем, когда у нас купольные камеры работали либо в режиме гуманоид детектор, либо в режиме автотрек. Эта камера меня вообще поразила. То есть я ее сразу испытал в гуманоид детектор, включил, допустим, даже показать следы. Все, камера ищет, со следами этими я хожу, переключаю в режим автотрека, и тут я удивляюсь, что у меня работают и следы, то есть гуманоид детектор, и режим автотрека. И при переключении, как обычно бывает это у нас с купольными камерами, у нас не выскакивает табличка, в которой там сказано, что гуманоид детектор придется отключить. И наоборот. Здесь же все как-то это устроено и работает в паре. Так, ребята, наверное, все сказал, все рассказал по-быстрому. Теперь давайте все это дело мы кладем на стол и смотрим уже мною снятый материал по ночной и дневной съемкам. Ребята, вот такая картинка у нас получается днем. Вот я хожу, вот смотрите, есть масштаб, всю ширину, так сказать, захвата. Захват здесь заявлен 180 градусов, на самом деле, друзья, по моим промерам примерно. Здесь около 160 градусов. Вот, ну и так вот выглядит картинка. Значит, ребята, вот такая картинка у нас получается днем. Вот я хожу, вот смотрите, весь масштаб, всю ширину, так сказать, захвата. Захват здесь заявлен 180 градусов, на самом деле, друзья, их тут нет. По моим промерам примерным, здесь около 160 градусов. Вот, ну и так вот выглядит картинка днем. То есть картинка за свои деньги неплохая. Единственное, 4 мегапикселя под сомнением, скорее всего интерполяция. Ну и цифра, вот давайте посмотрим. Вот такая вот, друзья, цифра. Вы все видите меня, мое лицо. Ну и, соответственно, я включил режим гуманоид детектор и включил функцию показать следы. Вот показать следы, это я в рамочке. Так, смотрите, переворачиваем телефон, ребята. И смотрите, что я нашел. Даже функция автотрек. Я сразу думал, ее нет, но давайте же ее включим. Хлоп, и сразу у нас автотрек цепляет нас в цифру. Причем работает, друзья, и то, и другое. Не знаю, как так возможно. Видите, и следы показывает, и работает автотрек. Переворачиваю телефон. И показываю, как это все тоже в режиме автотрек. Сразу ловит в цифру, и смотрите, как она меня ведет. Где-то там она меня потеряла уже, но я, наверное, уже вышел из поля зрения. Давайте пойдем назад. Так, и цифра, конечно же, увеличена, картинка у меня. Вот сразу увеличение идет, она сама делает приближение и пошла меня там вести куда-то. Видите, как картинка меняется автоматом. Не я ее меняю, она сама ее, друзья, меняет. Вот я махаю руками. Так, и опять она почему-то уже из приближения этого меня выбросила и сразу приближает и опять повела. Вот, значит, такая, ребята, картинка. Ну, как всегда, есть звук, есть двухсторонняя аудиосвязь. Так, давайте-ка я выключу, наверное, или так проверим. Вот, даже если в таком режиме, то тоже, видите, она в мониторе у нас сама показывает меня, есть движение. Ну, довольно неплохо, я даже, в принципе, доволен. Вот, нам остается посмотреть с вами, что будет ночью и как она будет, друзья, снимать ночью. Ну, также можно, конечно, все это, видите, смещать пальцем вот этой вот шкалой.
Видите, в режиме автотрек почти невозможно сделать вот такую картинку. Она сразу же автоматом делает полный зум в цифре. Все, ждем вечера. Народ, я просто кайфую от качества картинки в ночное время суток. Вот, светит прожектор. Смотрите, какое качество. Качество лучше, чем днем. Обалдеть. Ну, давайте по-быстрому я переключусь на черно-белый режим. Мы с вами посмотрим, как это все у нас работает. Так, чувствительность. И здесь у нас выбирается режим. Цветной, черно-белый ночью у нас, допустим, будет. И почему-то у нас все время остается... вот, переключилась в черно-белый режим, ребята. Ну и тоже, я вам скажу, качество, вы сами видите, достойное. Включился мой прожекторчик. Отлично. Ну давайте попробуем этот типа автотрек. Это, друзья, ну как бы не автотрек, но видите, работает как автотрек. А то все подумают, что камера вращается. Камера у нас висит на месте, не вращается. И включаем плюс автотрек. Опа, сразу находит и, пожалуйста, меня ведет. Но сразу, видите, увеличивает в цифре. Но запись происходит на саму карту памяти. Просто отлично. Значит, ребята, запись я настроил в формате H265. Вот. Идет просто отлично. Ведет ночью тоже отлично. Еще лучше, чем днем. Тут врубилась моя вторая камера уже. Давайте посмотрим, найдет ли меня эта камера. Моя. Нет, не нашла. А мы руками. Где тут? Я вышел из зоны, ребята. Я вышел из зоны. Вот я появился в зоне. Оп, опять нашла. И вот так меня ведет. Значит, ну давайте еще покажу я вам двойной формат, наверное, освещения. Это у нас... Так, черно-белый. У меня в двойном стояло. Или в цветном. Так, переключилась она. Выключилась. Сейчас, по идее, должна переключиться в черно-белый режим. Хотя не знаю, освещение. Вот, черно-белый. И сразу меня нашла, и сразу, видите, врубила прожектор. И сразу получилось в цветном. Ну вот, я стою, видите, какая четкость картинки. Это у нас идет этот типа автотрек. Давайте еще раз выключим этот автотрек. Вот, и сделаем следующее. Немножко уберем эту цифру. Ну, вот, можно убрать, видите, как вообще. Вот я примерно растягиваю на весь экран. То есть вот такое у нас, друзья, ночное качество. Во много раз лучше, чем днем. Я так думаю, с прожектором. Шикарно. На этом, ребята, все. Будем прощаться. Я надеюсь, вам все было понятно, ясно и видно. Или давайте я, наверное, широкий формат сделаю еще раз все-таки в черно-белом режиме. Так, где у нас режим? Так, черно-белый. И мы с вами посмотрим вот такую широкую картинку в черно-белом режиме. Видите, она там что-то думает, переключается. Сейчас она переключится в черно-белый. Опа! И у нас, вот видите, какая широкая картинка. Значит, ребята, впереди у меня вроде бы горит фонарь. Фонаря там нет. Там меня светит моя камера из прошлых обзоров. Поэтому кажется, что там горит фонарь и какое-то дополнительное освещение. Освещения дополнительного нету. Все, на этом будем прощаться. Всем, ребята, пока. Ссылочка, как всегда, внизу в описании под видео. Заходите, смотрите. Ну, а купить, не купить, решение за вами. Еще, кстати, едет одна камера. Ты заходи, если что.